Вот такую большую стоянку я сделал за 5 дней. Если хотите себе сделать такую же, то смотрите видео. Я там вроде бы максимально подробно показал, как это делать. А если не хотите делать, то пишите, если вы в Лобайском районе. Ну или где-нибудь в этой стороне. Помогу за деньги. Короче, смотрите видос, подписывайтесь. Стоянку буду делать. Тут квадратов мало, попробую вручную покопать. И так, пару минут покопаю, если не пойдет, так буду погрузчика вызывать. Итак, заказали в Германии, прямо из Германии, колесико себе на тачку. В фотке было там типа такое какое-то вообще супер-мега широкое, классное. А по факту оказалось обычное. Ничем не отличается от этого. Я еще боялся вот тачку, чтобы без двумя ключами. Ну я уже вывез там примерно тачек 30. Откопал тут процентов 15. Ну, в принципе, лучше вручную, потому что погрузчика заказать дороже обойдется. Ну и он, типа, тут до стенки близко я его не пущу, потому что забор повалит. Да и землю некуда девать, получается. Если где-нибудь тут, а там надо во двор возить, погрузчик не проедет. Опять ручная работа. Но у меня, в принципе, все объекты почти такие. А так тут еще копать надо многовато. Получается, здесь уровень низкий, здесь высокий, надо выровнять более-менее. Здесь поглубже, тут поменьше. Там копается хорошо, здесь копается хуже, тут машину уже вытоптали. Что про выемку грунта еще рассказать интересно? Бери, докопай, короче. Что тут бла-бла-бла. Писька. Второй год не подводит. Копает камни, корни. А когда копаешь, надо еще обувь, чтобы была с толстой подошвой. Я как-то в кедах хотел покопать, так больно нажимать ножку. Ну тут тяжело копается, но тут я много вынимать не буду, потому что здесь уже и так там снизу такой ПГСик. Поэтому какой смысл за такой уплотненный грунт понимать, если он будет хорошим основанием. Все, 2 часа поработал и домой. Весь сезон у меня в этом году такой. Я работаю, один день работаю, 2 дома, один день работаю, 2 дома. Все, дожди. Короче, мне капец. Сезон отстой. Самое прикольное, что в этом году закупили со всякими штуками от солнца, типа рукава от солнца, там, типа очки от солнца. Все, что там еще было, чтобы солнце меня не палило. Дождь, целый год дождь. Так, сегодня дождя не обещают, сегодня обещает ветер. Вчера сделал мало, сегодня надо много сделать, чтобы хоть как-то графику следовать, потому что в этом году опаздываю очень сильно. Уже на полмесяца смещается график, уже люди нервничают, а я вообще... Бетон надо убрать, короче. И хорошо, что поднимается, потому что я боялся, типа начал тюкать, он еле тюкается, но вообще идет, тут все потресканное, поэтому кусочками падает.
переживаю, все переживаю. Ну, естественно, нам надо привязаться. Привязка вот к тому уже заезду, который есть, получается. Получается, эту точку мы уже по-любому оставляем, ну, чтобы связаться. То есть отсюда стоянка начинается. Ну и сделаю ровную линию здесь. И к дороге, получается, сделаем уклон, естественно. Ну, тут и так, получается, повезло. Чтобы у нас тут ширина 3 метра, то есть, в принципе, сантиметров 5 бы хватило бы, но если 5 сантиметров сделать, то слишком высоко бордюр будет над дорогой. Получается, надо еще сильнее наклонять, чтобы хотя бы сантиметров 5 от дороги. Потому что, ну, если высоко, то машине будет сложно заезжать. Получается, я сделаю тут вот дорога, ну и тут на 5 сантиметров. Ну и тут уклон получится сантиметров 10. Ну, такие вот разметки по высоте. Получается, из-за того, что у нас тут все привязано уже, то я не могу сильно там разогнаться и сделать так, ну, по всем правилам, там, типа, чтобы более-менее ровные. Ну, будет с большеватым чуть наклоном. Так, мои немецкие колесики через 2 дня сдулось. Наверное, пробил. Порадовался. Но оська подошла к китайской. Пусть дорожный борт от 90 градусов размечать. Это бетон, не земля черная, бетон. Нам надо, чтобы наклончик был туда. У нас все повторялось. Если делать горизонтально, то будет площадка типа это аборт некрасив. Вот дорожные борты под 90 градусов. Это вообще красота. Прям конструкция, так конструкция. Так, ну повторюсь про бетон, как я готовлю. Получается, у меня есть смесь S12, это волшебная смесь, как выяснилось, потому что не везде она есть. Даже вот у нас с одной стороны Минска, вот возле Логойска, вот это качественная смесь.
Тут фракция хорошая гравия и сейного песка. Когда там выезжаешь в другую сторону Минска, уже там другие карьеры, и там ужасная смесь. Там вместо гравия привозят какие-то булыжники, ну, чуть-чуть хорошего гравия, потом булыжники, асфальт, всякую дрянь. Бывает хороший гравий, но песок, либо плывун, либо с глиной. Как выяснилось, это проблема. Я просто работаю в одном и том же месте и в одном и том же карьере заказываю. А вот чуть-чуть отъезжаешь, и все, и проблема. Получается, Логойскому направлению очень повезло. Там и цена поменьше, и качество получше. Уже на другую сторону, если везти из Логойска, то уже там намного дороже. Либо качество плохое. Ну и вот, 1 к 4 мешаю. Получается, и на бетон мне эта смесь хорошо, и на подсыпку. На подсыпку она когда трамбуется вообще как асфальт. Ну, какой тут бетон получается. Есть у нас камушки, и песочек, и все равномерно. Ну, фракция такая хорошая, равномерная, без всяких булыжников. Песочек хороший, без глины. А вот тут вот рядышком ПГС. Вот он белый, этот рыжий такой. Вот из него, ну, все типа не уплотняется, и камни вот эти вот. Ну, то есть явно это, ну, это не S12, это просто ПГС природный даже. Ну, не сеянный. Вот из него бетон будет плохой, с расходом большим, цементовой глины. Кусок, то есть типа проливаешь, оно будет, трамбовка даже не поедет. По цене то же самое. Все возят по одной и той же цене. Потому что в основном за доставку берут. Буду ставить уголки. Натянем чулки на ручку, чтобы тут вены не царапали. Кстати, спина у меня в порядке, вот руку потянул, типа бордюром дороже. Наверное, растянул ручки. Теперь они надо длиннее. Ну, все, тут осталось только обойму забить. Не, ну, дорожные борты — это, конечно, тема. Тут прям сразу надежная конструкция. Прям веришь в надежность. Да и смотрится массивно. Прям серьезно. Ну так, теперь уже буду делать подготовку основания. Все по отработанной схеме получается от верха нитки, вот этот верх плитки будет нитки одна, до основания 7 сантиметров. 7, потому что плитка шестерка, делаю 7, уж плотница сантиметра 2 будет уже 9. Потом я буду, когда ЦПС расстилать, буду делать 5, это получится 3-4 сантиметра на ЦПС. 3-4 сантиметра на ЦПС хватит. Я сейчас выкладываю эти трубочки
Тоже от нитки до трубы 7 сантиметров. Направили, выставлю палочку тоже на 7 сантиметров и буду тянуть. А там уже новую полоску буду тянуть. Короче, сегодня так. Тяни, толкай. Самые тяжелые борты. Ну и все, в принципе. Остальное все такое. Самое легкое это укладка плитки. Но до нее дойти это испытание. Ладно, так взял себе досочку тяжелую, правда. Но она очень ровная. И получается ей очень приятно делать стяжку. Потому что алюминиевым профилем он легенький, хороший, но когда он шкрябает по трубам, это аж волосы бегут. Проливание водой — это новинка этого сезона. Так до этого дождями все промывало. Так вот уплотнил. Получается тут S12 нет, а есть такой типа плывун с камнями. И вот плывун, он особо не уплотняет. Ну, вот я наступаю, и он все равно следы оставляет. А вот тут S12, тут прям вот асфальт. Короче, если делаете основание, есть возможность купить смесь S12, это гравий с песком сеянным, то лучше его взять, он прям офигенно подходит. Ну, так, сегодня буду плитку уже класть. Я сейчас пока решил перед тем, как ЦПСом стилать, наносить эту плитку, а то потом расстелю, а плитка там, и надо будет перескакивать через ЦПС, топтать. Так пока хотя бы, ну, чтобы потом закрыть эту такую площадочку и потом ходить. Короче, квадратов 6 туда перенесу, а потом уже буду ЦПС стелить. Ворота открываются уже. Победа. Пока все, надо подмести, трамбануть. И зарезка, подсыпка. Я именно в таком порядке делаю. Сначала трамбовка, потом подрезка, потом засыпка. Чтобы после трамбовки потом швы не подбивались. Ну, вернее, не сбиваются, я их потом подравниваю, потом подрезаю уже после подравнивания. А потом засыпка. Именно в таком порядке. Я не знаю, вторые по-другому делают. Для меня так проще. Ну, я по-другому не знаю, я не видел по-другому.